Добрый день, друзья! Канал Кубача Official, Кубачинское серебро. У нас сегодня в обзоре серебряный подарочный набор. Серия так и называется, подарочный 5. Есть у них подарочный 2, 3, 4, 6, их много серий. Комбинация, у них разные подносы по форме, овальные, круглые, в виде сердечек, треугольные, рюмками с двумя, с тремя, с шестью. В общем, разные варианты. Эта серия называется подарочный 5. Тут 4 предмета, поднос и 3 рюмки. Общий вес набора 338 грамм, 875 пробы серебро. Все полностью серебро, ручная работа кубачинских мастеров. Весь процесс изготовления вот этого набора полностью ручной. От расплавки серебра до вальцовки, монтировки, пайки, гравировки и так далее. Весь процесс. Вот все это делается из одного слитка. Был слиток серебра, и вот, как говорится, конечный результат вот такой. То есть даже вот эти рюмки, они все равно будут отличаться по весу. 1-2 грамма у каждой будет туда-сюда гулять, невозможно предсказать. Именно одинаковый. Даже вот эти вот узоры, ну как двух одинаковых картин, все равно не бывает. Где-то вот какой-то штрих сюда, какой-то штрих туда. Потому что мастера, ювелиры, это тоже художники, и у каждого, как говорится, свое какое-то вдохновение в какой-то момент, и поэтому рисунки, узоры всегда немного отличаются. Значит, подробнее по набору. Как я уже сказал, 338 грамм общий вес. Высота рюмочки 9 сантиметров, 7 миллиметров. Рюмочек 3. Поэтому у нас такого типа еще наборы есть, называются на троих. Но там, правда, идет поднос, 3 рюмки и графинчик. А этот наборчик называется подарочный. Вот внутри рюмочки гладкие. Объем рюмки 45 миллилитров. Внутри отполированные, верхняя часть завальцована. Вот здесь вы видите 2 клейма: проба и именник. На всех изделиях у нас стоят 2 клейма. Значит, далее идет вот такая вот гравировка, чернение. Напоминаем, на чернение бессрочная гарантия, никогда не сойдет. Чернение — это порошок, который мастер вот так же вырезает, как и здесь, и засыпает туда этот порошок, нагревает до 800 градусов. Далее порошок растекается и заполняет нужные мастеру борозды. На контрасте получается вот такой черненый рисунок. При застывании чернение становится по своей структуре как камень, очень плотное и вступает в очень тесное соединение с серебром, поэтому никогда не сойдет. В принципе, вот само чернение, так называемое, вот это вот, оно ни с одним металлом больше не вступает в реакцию, только с серебром. И вот раньше, в старые времена, когда еще вот этих самых проб, ничего как такового, как говорится, не было, вот это вот чернение, оно и было подтверждением того, что это серебро. Потому что ни на один металл больше оно не ложилось. Только с серебром вступает вот такое плотное соединение. Поэтому раньше и делали все изделия кубачинские мастера в основном с чернением, чтобы не было вопросов, а серебро это или нет. Вот такая вот предыстория этих рюмок. Значит, 9,7 высота, 45 объем. Вот такая работа гравированная, везде все очень мелко вырезано. Ножка ажурная, гладкая, снизу все отполировано. Таких у нас идет в наборе 3. Далее идет поднос. По форме он треугольный, с такими сглаженными краями. Тоже идет растительный орнамент. Очень, посмотрите, сложный рисунок, сложнейшее переплетение вот этих вот веточек, листочков. Это все даже нарисовать сложно, а тут это все мастер вырезает по металлу алмазным резцом, все это вживую. В конце уже изделия, когда оно закончено, он это все вырезает. Вот сколько чернения. Здесь вот этот треугольник, он в виде углубления сделан, и вот это углубление, оно переходит вот на заднюю сторону. Задняя сторона отшлифована. Вот здесь тоже вот вы видите проба и именник, 2 клейма. Вот. Такой вот подносик, конечно. Отдельно подносики тоже они смотрятся неплохо, отдельно рюмочки, но набор есть набор, всегда вот такой наборчик. Пришли гости, друзья, достали наборчик, достали графинчик,
который у нас тоже в обзоре был. Налили туда, как говорится, крепкие напитки, угостили друзей. Серебряная посуда, конечно же, и биться не бьется такая посуда, из моды не выходит. Украшение любого интерьера, согласитесь, не испортит ни один дизайнерский ремонт, если у вас будет на столе стоять такой набор. Конечно, украсит любую красивую квартиру, дом. Поэтому не стесняйтесь дарить вот такие наборы. После использования спокойно мойте его в фейре хозяйственным мылом на мягкую губку, до пенки натерли, смытерли, и обязательно вытереть надо сухим полотенцем, чтобы не было разводов от застывшей воды. Вот, значит, общий вес 338 грамм. Ну и в принципе вот и вся информация, которую я хотел до вас донести, и плюс показать вблизи непосредственно весь вот этот вот набор, как он смотрится на подносе, как это все горит и переливается. Очень все, конечно, очень все достойно. Набору идет подарочная красивая коробка, в которой эти рюмочки и этот поднос. Вот так вот все фиксируется. Сейчас мы вам его сюда положим. Вот. Вот так это выглядит в подарочном виде. Посмотрите, закрыли поднос, открыли, и все ахнули на юбилее. Такой темно-синий бархат. Снаружи, изнутри очень красивая коробка. Ну и очень достойное, конечно, содержимое этой коробки. На этом, наверное, у нас все. На данный момент, у нас 21 год, апрель месяц, такой набор у нас в магазине стоит 49 900 рублей. Почему я акцентирую внимание именно на времени? Потому что серебро, металл, который конвертируемый, как говорится, и так же как и золото, цены на него на рынке очень быстро меняются, и меняются, конечно же, в сторону удорожания. Поэтому на данный момент, именно вот на сегодняшний день, он у нас стоит 49 900 рублей. Вот, поэтому если вы смотрите ролик уже через какое-то время продолжительное, то, конечно же, цены надо уточнять на сайте. Заходите на наш сайт, ссылка под этим видео в описании. Адрес сайта kubachi-official.ru, moresilver.ru тоже наш магазин. Значит, вот в левом верхнем углу логотип, и в нем тоже адрес нашего магазина. Магазин у нас в районе метро Ленинский проспект в Москве. Значит, все на витринах. Можете прийти, посмотреть, потрогать, выбрать понравившуюся вещь и приобрести. Подписывайтесь на YouTube канал. Здесь очень много интересных будет обзоров. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будем в дальнейшем вас знакомить с легендарными произведениями наших кубачинских мастеров. На этом прощаемся. До встречи.